Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента «Заменить объект» в программе SolidWorks. При удалении и замене одного объекта эскиза другим объектом часто приходится создавать новый набор ссылок. При использовании команды «Заменить объект» новый объект наследует ссылки старого, и вам не придется их заново создавать. Этот полезный инструмент появился еще в версии программы 2014. Так как это инструмент эскиза, то для его запуска нужно перейти в режим эскиза. Нажмем «Редактировать эскиз». Для вызова инструмента существуют разные способы. Кроме поиска команд, для частого использования инструмент можно вынести на панель «Эскиз». Также он доступен через инструменты, инструменты эскиза, «Заменить объект». Если вы не отключили, как я, подтверждение при удалении объектов эскиза, то при удалении объекта инструмент можно запустить из появляющегося предупреждения. Но самые простые способы – это нажать правую кнопку мыши в любом месте графической области и выбрать инструмент. Или сразу выбрать объект и нажать кнопку «Заменить объект». В данном случае выбранный объект, то есть прямая линия, отобразится в поле «Заменить этот элемент». Далее в поле «Этим» нужно указать объект, который заменит первый выбранный объект. Выберем дугу вспомогательной геометрии. Далее нужно выбрать, что делать с заменяемым объектом. Его можно удалить или преобразовать во вспомогательную геометрию. Отключим параметр «Создать контур» и нажмем «Ок». Сплошная линия стала вспомогательной геометрией, но и выбранная дуга не изменилась. Вернемся назад и включим параметр «Создать контур». Снова нажмем «Ок». Вот теперь дуга стала сплошной линией и образовала с другими линиями замкнутый контур. Нажмем «Вытянутая бабышка» и создадим вытянутое твердое тело. Инструмент работает и в трехмерном эскизе. Редактируем 3D эскиз, выбираем прямую линию и выбираем «Заменить объект». Затем сплайн, нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем «Ок». Грань изменила свою форму. Из ограничений инструмента можно отметить, что в текущей версии программы одновременно можно изменить только один объект эскиза. Выбрать два объекта для замены с помощью клавиши Ctrl нельзя. Выбирается только пара заменяемых объектов. Далее рассмотрим работу инструмента в твердом теле. Например, мы хотим изменить форму верхней плоской грани. Редактируем эскиз самого первого элемента в дереве. Сначала заменим объекты контура без использования инструмента. Просто выделяем верхнюю линию и нажимаем «Вспомогательная геометрия». Далее выделяем верхний сплайн и снова нажимаем «Вспомогательная геометрия», то есть отключаем этот параметр у линии. Теперь верх контура закрыт сплайном. Нажмем «Ок». В результате программа выдает ошибки по всем элементам. Запуск фичер эксперта не устраняет ошибки. В результате вся последующая геометрия исчезла, потому что программа не может найти грань, заданную прямой линией. Теперь нужно редактировать каждый элемент и вручную указывать потерянные ссылки. Вернемся назад в эскиз к моменту замены линии. Нажимаем на линию и выбираем «Заменить объект». Затем указываем сплайн и нажимаем правую кнопку мыши. Закрываем эскиз. В результате плоская грань была заменена криволинейной гранью. Но все последующие элементы в дереве были перестроены без ошибок. Снова редактируем первый эскиз. Нажимаем на сплайн и выбираем «Заменить объект». Затем указываем вогнутую дугу и нажимаем «Ок». Закрываем эскиз. В результате замены все элементы в дереве снова перестроены без ошибок. Если в сборке замененная грань компонента использовалась для сопряжения, то во многих случаях это сопряжение выдаст ошибку. Замена граней проходит без ошибок, только если новая грань поддерживает заданный тип сопряжения. Например, если у вас использовалась дуговая кромка для сопряжения концентричность, то попытка отредактировать эскиз и заменить дуговую кромку на сплайн в результате вызовет ошибку сопряжения. Но замена объектов эскиза или граней на подходящие по сопряжению грани проходит без ошибок. В этой сборке шар свободно перемещается вдоль траектории, заданной эскизом. Нажимаем «Редактировать эскиз» в первой детали, выбираем прямую линию, нажимаем «Заменить объект», указываем дугу и нажимаем правую кнопку мыши. Закрываем эскиз и редактирование детали. В результате замены шар свободно перемещается по измененному пути.
И на этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.